Всем привет! Сегодня третий выпуск нашего ремонта, и мы покажем, как мы делали камин. Мы долго думали, оставлять его или нет, и все-таки решили, что камину быть. Мы проделали ряд сварочных работ для того, чтобы камин был действующий, и далее уже перешли к самому камину. С помощью кирпича и раствора мы его доделали, и даже успели его немного испытать. Мы ни капли не пожалели, что решили его оставить. Уже представляем, как будем холодным вечером пить чай у камина всей семьей. Предлагаем посмотреть, как все это было. Так как предыдущая кладка была не идеальная, мы решили его заштукатурить. Вот что у нас из этого получилось. Мы не штукатурили его ровно, потому что будем его еще обшивать, поэтому это не так важно. Теперь нам нужно, чтобы все это хорошо просохло, поэтому процесс с камином немного приостановился. Ну и облицовку его, наверное, мы будем делать тоже позже, после того, как определимся с цветом стен. Мы уже прикрутили багет. Кто не знает, это крепление для натяжных потолков. В следующем выпуске мы уже покажем, как мы будем его ставить своими руками, без профессиональных инструментов. У нас был один сложный участок возле камина, там нужно было сделать обход, но мы с этим справились. Окна мы решили оставить эти, деревянные. Нам много советовали в комментариях, что нужно нам оставить именно эти окна, но неизвестно, теплые ли они или нет. Эти окна очень теплые и большие, и поэтому мы решили их все-таки оставить. Некоторые стекла нам пришлось поменять, так как они были разбитые. Сначала мы их хорошо отмоем и, скорее всего, покроем олифой. Почему мы именно так решили? Потому что мы думаем, что лак может потрескаться, а олифа пропитает дерево и придаст натуральный цвет. Если у вас есть какие-то другие варианты по поводу покраски окон, посоветуйте нам, пожалуйста, в комментариях. В предыдущих видео мы уже говорили, что батареи мы решили оставить старые. Они рабочие, поэтому мы не стали покупать новые. Сегодня решили их покрасить, пока мы еще не застелили полы, чтобы все это не испачкать краской.
следующем выпуске мы покажем, что мы выбрали для напольного покрытия и почему мы сделали именно такой выбор. Также поставим натяжной потолок своими руками, а вы напишите в комментариях, как вы думаете, что мы выберем для пола. Ламинат, линолеум, плитку, ковролин может быть. И также, что мы выберем для стен. Обои, краску или декоративную штукатурку. Как вы думаете, какой будет наш выбор? Ну а на сегодня все. Ждем ваши комментарии, подписки. Для нас это очень важно. Пишите ваше мнение, делитесь советом, опытом. Ну все, всем пока-пока.